Всем привет, с вами Александр Высочанский и Константин Лайпаков. Привет, привет. Я буду учиться, потому что у меня намного меньше опыта в приготовлении мяса. И это реально такой стейк для мужика. Тем более такого размера. Такого размера, да. Давай я расскажу, какой стейк мы сегодня будем готовить. Этот стейк называется айбон. Его вырезают на пиле, потому что топором его вырубить очень сложно. Из отруба шорт-лоин. Этот отруб делится на три части. Это портерхаус, это тибон и айбон. Разница в толщине вырезки. Портерхаус большая вырезка, тибон средняя и айбон самая маленькая. Ее даже может вообще и не быть. И мы будем готовить этот стейк на Big Green Egg. Я люблю на высоких температурах готовить, чтобы мясо, тем более этот стейк такой довольно-таки толстый, максимально запечатался, зажарился сверху и внутри был сырой. Начнем, да? Ты как вообще предпочитаешь, солить мясо до приготовления или после? Я солю всегда после приготовления. После. Ну вот существует много мнений, да, вот один после, один до, другой во время. Я предпочитаю солить мясо до приготовления, а потом уже досолить. То есть немного до, немного после. То есть и твое, и мое мнение будет правильным. Я согласен, мастер-класс твой, так что давай по твоей схеме. Вот. Немного солим. Перец я не добавляю, чтобы он не горел. Он все равно сгорит. Да, он сгорит и немножко. Ну и все, и можно кушать. Смазываем растительным маслом. Мы еще топили говяжий жир и смазывали топленым говяжьим жиром. Но он сильно дымит. На любителя. На любителя, да. И отправляем стейк в пекло. Поскольку мы будем готовить с каждой стороны? Ну, буквально по минуты 3. 3 минуты и переворот, да? То Да, есть будем ждать 3 да, минуты. да, чтобы он хорошо запечатался с одной стороны, потом с другой. То есть мы не будем его варить. В этом вся и прелесть, ребят. Что происходит, когда мы выкладываем на мангал продукт? Снизу идет тепловой удар, и вот пока мы не покрутили, вот, к примеру, шашлык, до 40% сока мы теряем из продукта. Здесь за счет того, что есть крышка, он со всех сторон равномерно обдается, и этот сок остается весь внутри в стейке. То есть мы его не теряем. Мы получаем на 30-40% сочнее и вкуснее этот продукт. Пока мясо жарится, мы можем замешать сливочное масло с зеленью. После приготовления стейка мы им смажем наше мясо. Берем немного тимьяна. Тимьян в сочетании с розмарином придает некий такой божественный вкус мясу. Берите желательно в травках живые, не специи. Я вообще обожаю ароматные травы. Немного розмарина. И базилик. Для того, чтобы получить решеточку, сначала мы готовили вот таким вот образом стейк. И нужно его положить той же стороной, вот так, и получится решеточка. Возвращайтесь ко мне. Мы добавляем сливочное масло. И вымешиваем его с травками. Это можно сделать такую заготовочку и положить себе в холодильник. Когда у вас появится вот такой стейк или другой, достаем, быстренько смазываем и наслаждаемся. Согласен, очень удобно. Очень важно после приготовления дать мясу отдохнуть. Почему? Потому что мышца сжимается, весь сок собирается внутри. После того, как мы выкладываем на деревянную доску, мясо расслабляется, сок распределяется полностью по всему куску, тогда уже можно употреблять пищу. Сколько примерно нужно дать отдохнуть? Минуты 3. На 100 грамм продукта 1 минута. И теперь можно уже досолить. И, конечно же, перец. У нас перцемолка в одну сторону соль,
другую перец. Очень удобная штука. Как правильно нарезать? С чего нужно начинать? Именно этот стейк, в нем идет Т-образная кость. Здесь есть кусочек вырезки, здесь идет стриплоин. Вот, мы вдоль кости делаем надрезы. И теперь слайсами нарезаем вырезку. И это получается поперек волокон, правильно? Да, да. Приятного аппетита! Как вы видите, все очень просто. Каждый может у себя дома повторить то, что сделали мы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Это поможет вам не пропустить вот всякие вкусные рецепты у нас на канале. С вами был Александр Высочанский и Константин Лайпаков. Пока-пока. Пока. Пока наше мясо жарится, не наше, а ваше. Для этого нам нужна доска, нож. Уже целая вечность Прошла целая вечность, и можно нарезать наше мясо. Сейчас будет твое коронное. Приятного аппетита! Погоди. На самом деле стейк это просто. Мы сегодня это показали. Да. Пока. Пока.